Всем привет, дорогие друзья, на канале Папа Джам. Меня зовут Сергей, и мы сделаем точечный обзор самой противоречивой и бесспорно выдающейся игры 2020 года, второй части The Last of Us. И начнем мы с первой части игры, так как она является обязательным фундаментом игровой вселенной серии, неделимой ее составляющей. Видео без спойлеров, фактически его можно смотреть ровно всем, и тем, кто прошел игру, а также тем, кто не прошел ни первую, ни вторую часть, а вообще забросил PlayStation 4 или даже хочет купить PS4, ждет следующее поколение консолей, или же недавно приобрел эту приставку и уже не знает, во что ему поиграть. Либо же видео подойдет тем, кто хочет купить диски с игрой серии, или на вторичном рынке дисков, благо предложений хватает. Сюжет мы оставим в стороне, да. Если говорить вкратце, по сценарию игры все началось в 2013 альтернативном году, а из-за мутации гриба кардицепса по миру разлетелась смертоносная инфекция, которая привела к событиям, напоминающим зомбоапокалипсис из популярных фильмов и игр на данную тематику. Основной персонаж первой части – Джоэл Миллер. Спустя 2 десятилетия после начала эпидемии он становится нелегальным перевозчиком грузов и вообще является человеком с неоднозначной репутацией. Ему дают задание перевести подростка Элли в другую часть страны, в центр военизированной повстанческой организации «Цикады». Платой за путешествие должна стать партия ценного оружия. А дальше спойлер, и спойлером погоняет. Избегайте спойлеров, не читайте ничего про первую часть, а также про вторую, даже если хочется. И я объясню, зачем это делать. Не смотрите руководство по прохождению, доверяйте своим инстинктам. Объяснения же концовок в основном портят впечатление, и некоторые обзоры на сюжетные повороты конкретно смазывают именно вашу картину игры. Эмоции от сюжетных зарисовок могут дать вам опыт, отличный от опыта других игроков. И здесь я, пожалуй, остановлюсь. Мы говорить будем о других вещах, я коснусь темы роли баланса на само повествование. Речь идет о режимах сложности в игре, о том, как устроена серия The Last of Us изнутри. В 2015 году вышел ремастер игры с небольшим DLC, как я понимаю. С ним тогда же вышел мод Grounded и реализм, который сильно меняет игровой процесс. Уже получившая признание лучшая игра 2013 года стала финальным продуктом, на который у разработчиков 2 годами ранее не хватило сил или терпения, а также возможностей консоли предыдущего поколения. Художественный порыв студии Naughty Dogs был успешно завершен. Итак, вначале вы зайдете в меню выбора сюжетной кампании, можно увидеть, что режим реализм стоит в самом низу, является самой высокой сложностью в игре. А теперь мое примечание – это вообще другая игра, начинается совсем другая игра. Все, что легче, представляет собой шутан под пивко вечером. И проходится без какого-либо труда, не погружая достаточно игрока в происходящее на экране. Игра-фильмец, который проходится за 2-3 вечера, а также, возможно, быстро забывается. И действительно, на легком и среднем уровне сложности это получается какой-то дорогущий артхаус, непонятный экшен с замедленным повествованием, псевдо-вестерн в сеттинге постапокалипсис. И вот противовес этому всему, с момента выбора сложности реализм, каждый предмет в игре теперь важен. Каждый удар или движение необходимо просчитывать, а также больше полагаться, как я сказал ранее, на интуицию, чем какой-либо игровой опыт. И на выходе мы получаем вязкую, довольно жестокую и к игроку невероятную игру приключений. Теперь это игра на стыке жанров, душевное игры-кино, которое мы ранее не видели в истории видеоигр. Игра на таком режиме быстро воспитывает и в прямом смысле обучает игрока. Приучает его к стелсу, а где-то необходимо заставляет воевать и действовать агрессивно, без промедления. Даже появляется особенная фишка игры – это агрессивный стелс, по которому вы можете найти нарезки в интернете на данную тематику. Одна ошибка на реализме приводит к смерти или тяжелому ранению, потере ресурсов. И получается так, что эмоциональное повествование тем четче представляется игроку, потому что он на своей шкуре начинает чувствовать всю глубину рассказа, который задумывался разработчиками. Да, именно такой игра и виделась разработчикам в их головах. На уровне сложности реализма можно ощутить всю жесть, которая творится на экране. Актуальнее выглядит и сходство с фильмом «Дорога» с Виггом Мортенсеном в главной роли. Многократно разработчики указывали на это произведение как источник вдохновения для игры The Last of Us. Кат-сцены здесь служат моментом для выдоха от лютых разборок и приключений, которые встречаются главным героем на всем путешествии. Условности и допущения, конечно, в игре есть, особенно это касается ломающегося оружия, однако условности этому самому балансу служат, чтобы игрок пользовался всем, что попадается под руку, а не бегал с ломиком всю дорогу. В конце концов, чтобы игрок превозмогал и боролся с вызовом. Становился либо выживальщиком, то есть человеком, который не хочет драки и избегает ее, либо же героем фильма «Рэмбо. Первая кровь», маньяком, который хладнокровно разделывает и врагов в аутентичном стелсовом стиле. Уровень стресса и острота прохождения дают нам иное восприятие сюжета, а каждый сюжетный ролик раскрывает игру с призмы стекающего пота от последней схватки и показывает всю трудность путешествия дяди Джоэла. Кат-сцены, говорю, органично дополняют такое действие.
Возвращаясь к теме содержания второй части, как продолжение истории The Last of Us, мы видим изменившихся главных героев. Вся вторая часть сквозит и пронизана первой частью. И что мы видим в качестве альтернативы режиму реализм? Мы видим сложность выживания, да, именно под этот режим игра создавалась. Здесь мало аптечек, почти нет патронов, а если вы где-то ошиблись, то игра за это серьезно накажет. Крафт имеет смысл, сюжет больше работает на этом режиме. Вам тяжело биться, передвигаться по опустошенному миру, и это нормально. Это в духе первой части. Строго говоря, это одна игра, поэтому прежде чем ругать игру за геймплей, за сюжет и прочее, необходимо спросить, а на какой сложности человек вообще стал ее проходить. И да, и прошел ли он первую часть на аналогичной сложности, потому как одни из нас часть вторая со всей ее проработанностью начинает работать, истории начинают работать именно на самом хардкоре. Здесь вдруг все найденные предметы и открытые тайники обретают особый смысл, что удлиняет игру на 5-6 часов. На вторую часть игры в неспешном прохождении может уйти более 30 часов. Поэтому, чтобы получить внутренне ту самую высокую оценку, так называемой 12 из 10, достаточно придерживаться простой рекомендации. Начните проходить кампанию на брутальной сложности. Эмоциональные качели, которые свойственны и первой части игры «Одни из нас», работают на выживании бескомпромиссным плюс на отлично. Кстати, бескомпромиссный плюс тоже неплох. Для более детального изучения мира The Last of Us Part 2 по прохождению на данной сложности можно вернуться к игре через какое-то время, чтобы освежить впечатление. Режим мне понравился, и вообще разработчики сделали настройки сложности довольно гибкими, чтобы игрок мог сделать прям хардкор-хардкорыч, какой ему только в голову придет. Если смотреть на другую великую игру этого десятилетия, Red Dead Redemption 2, то становится ясно, что в игре про Дикий Запад от компании Rockstar не хватило режима один выстрел, один труп. Не хватило режима выживания, где враги ваншотят, а припасов крайне мало. Их в игре от Rockstar, кстати, завались. Стелс и перестрелки выглядят недосказанными. Умереть в RDR 2 можно, упав с высоты или засады, но никак не в открытом бою. Тот же самый рокстаровский Max Payne 3 является вершиной стрельбы в одиночных играх. И разработчикам ничего не мешало сделать подобную стрельбу в RDR 2. Стрельба в игре про ковбоев скорее напрягает, чем приносит удовольствие. Стычки с врагами не всегда дают тот драйв, который ожидаешь от игры подобного уровня. Тем не менее, RDR 2 великая игра по множеству других причин. А вот в игре «Одни из нас. Часть вторая» совсем другая картина. В игре The Last of Us мы чувствуем напряжение, которое как раз свойственно вестерну. Вестерн, где есть явно плохие парни, причем плохие парни здесь реально брутальные и не привыкли проигрывать. Кроме того, сложность хоть и высокая, для неопытных игроков может даже показаться изрядно жесткой. В это же время она хорошо сбалансирована под сюжетное повествование. Если игру сделать еще хардкорнее, то уже будет буксовать повествование. Игра все-таки оптимизирована под сюжет. Игрофильм, который получится от прохождения у каждого отдельно взятого игрока на самой высокой сложности, и есть оригинальная история The Last of Us. Вся критика первой и второй части по поводу слепоты врагов рушится на этой сложности. Более того, если бы разработчики сделали сложность еще выше, от чего они скорее всего отошли, то игру невозможно было бы пройти, игрока убивали прежде, чем он появлялся в локации, а каждый выстрел приводил бы к смерти игрока. Все же серия The Last of Us награждает нас за так называемый агрессивный стелс, а не за идеальное прохождение. Для опытных PS4 игроков уровень сложности реализма выживания может показаться не сильно высоким, но таких игроков единицы. Тестеры проделали большую работу по выделению формулы максимальной сложности в игре. Поэтому в равной степени все ранее сказано касается двух игр «Одни из нас». Так что играйте сразу на максимальной сложности для более детального погружения в историю. Что касается именно плохих оценок игры последней части «Одни из нас», в отрыве от сказанного. Их объединяет одна нехорошая деталь, которая вообще свойственна современному информационному миру. В чем истинная суть этого вопроса такого шквала критики? Как ни странно, многие люди не имеют своего мнения. В интернете подняли хайп в виде хейта второй и даже теперь первой игры. А правильнее всего, как оказалось, от игры ничего не ждать и не хотеть слышать. Мой мозг был чист, а разум свободен, когда я ее запускал. Поэтому чисты были ожидания. По сути, я ничего об игре не слышал. Видел трейлер 2016 года, демку 2018 года. Прошел только первую часть. И знал, что слили сюжет в сеть в следующей части. Получилось, что те, кто не слышал ничего об игре, видел только трейлеры, типа такие, как я. Им игра понравилась в том виде, в каком она лично была испытана. Впрочем, как и первая часть. О чем-то в плане сюжета я догадываться мог, и только в теории. Каких-то ляпов или нестыковок, двойных смыслов во второй части я не заметил. Наоборот, во второй части «Одни из нас» игроку больше открывают мир игры и больше дают информации, с которой можно взаимодействовать и за которой можно следить. В то время, пока я проходил игру, ряд популярных обзорных игровых каналов облили грязью игру, оценочные суждения ряда игроков в интернете вообще вынесены в ультимативной форме. Зачастую взгляды с негативной оценкой наделены максимализмом, передергиванием, фарсом. Короче говоря, люди просто боятся оказаться белой вороной, особенно популярные ютуберы и стримеры. И все это лишь бы угодить серой массе любителей быстрорастворимой культуры, шаблонных экшн-фильмов и таких же пустых, повторяющих как изделия на фабрике, сопливых игр. Ведь мы живем в эпоху сиквелов и продолжений, засилия комиксов, серий, игровых вселенных, которые были созданы еще в начале нулевых.
Оригинальные продукты выходят очень редко, а их производство превратилось в огромную индустрию с политическим моментом. Серия игр «Одни из нас» все-таки игра для взрослых. Подразумевается и рейтинг 21+, который можно ставить смело и обоснованно. Потому что у человека, играющего подобную игру, должно быть ясное мышление, отсутствие психических расстройств. Психически нездоровым людям с неустойчивым мозгом, тем более на сложности реализма и выживания, лучше в такую игру не играть. Разработчики выросли и как люди, как студии, и сделали игру больше для повзрослевшей аудитории первой части. Вот их целевой сегмент, но никак не подростки, уж тем более бомбящие школьники. В конце концов, взрослые дяди и тети, пройдя игру, все равно, скорее всего, придержатся такого мнения, что наш мир может быть суровее и куда опаснее, больнее, чем игровая вселенная The Last of Us. Серия The Last of Us явно не относится к играм с какой-либо хэппи-повесткой, ибо здесь постапокалипсис, здесь людей реально убивают, идет война с природой в том числе, а ресурсов мало. Если в первой части мы еще видим светлые намеки, то вторая часть, можно сказать, не боясь спойлеров, намного жестче как игра, кусачей, из нее лезут ядовитые колючки. И как игра для взрослых, она не ставит перед игроком сцены идеально ванильно-розовых приключений на радуге или какого-либо фана, как в игре Dead Rising. Она довершает замысел первой игры. Если же вы наткнулись на критику игры второй части, да и первой уже теперь, то спешу вас успокоить. Зачастую некоторые моменты преувеличены, откровенно притянуты за уши чьими-то воспаленными мозгами. Это касается и ЛГБТ-повестки в том числе. Она, к слову, эта повестка есть и в первой игре. А я скажу больше, во всей серии игр «Одни из нас» есть также темы расизма, насилия, убийства женщин, незащищенных людей, неудобные темы самовольного ухода из жизни, предательства, людоедства и вообще людских пороков, двойных стандартов к каким-либо социальным вопросам, в том числе к религии. Эти вещи при желании можно разглядеть в игре, развести демагогию. Правда, почему-то подобные вопросы не вызывают шок. Само насилие, демонстрируемое в игре людьми, воспринимается нормально. Можно найти легко самый малозначимый недостаток и сказать: ах, вот здесь, а ну посмотрите, как все устроено, ух, сейчас эта игра получит свое, и пошло-поехало. В этом и кроется опасность, что каждое произведение, содержащее хоть каплю отсылок к миру реальному, будь то книги или фильмы, можно подвергнуть информационной атаке, сделать удобным для одной части аудитории, а затем устроить пляски вокруг пепла, оставшегося от произведения. Хотя, по сути, мы имеем дело с художественным вымыслом, не претендующим на какую-либо истину последней инстанции. Короче, информация моментально доходит до людей и моментально искажается замыленным восприятием, которые формировали шаблоны игры, сериалы и фильмы последних лет стримерами, YouTube-каналами, пабликами социальных сетей, в том числе тематическими, со своим так называемым авторитетным мнением. Им скажите спасибо. Теперь я спокойно отношусь к тому, что я прошел игру и вижу, что происходит дальше. Начинают критиковать первую игру 2013 года. Ну тут я и понял все. Люди способны далеко зайти в критическом мышлении, тем более им за это ничего не будет. Более того, они получат за это банальную похвалу. Критику можно понять, а желание специально испортить себе впечатление об игре, вот это понять сложно. Выводы от прохождения первой и второй части игрок должен сделать самостоятельно. Ныне популярная тема с некой серой моралью здесь малоуместна. Играйте в хорошие игры, смотрите хорошие фильмы и сериалы, больше читайте литературу. Если одни из нас явно плохая игра, то какая игра тогда хорошая? Пишите в комментариях, а если видео соберет достаточное количество лайков, то я буду делать больше обзоров после прохождения тех или иных игр. Клянусь.